Первый человек, вероятно, появился на территории Беларуси в эпоху Палеолита, около 140 тысяч лет до нашей эры. Окончательное же заселение территории Беларуси первобытным обществом происходит в конце Палеолита, после схода последнего ледника. Это были кочевые племена, охотники. С переходом к оседлости начинается новая эпоха, мезолит, 9-5 тысяч лет до нашей эры, что было связано в первую очередь с прекращением миграции животных. Главным оружием становится лук со стрелами, начинается процесс приручения животных, первой была собака. В начале неолита появляется производство керамической посуды, а с середины, 3000 лет до нашей эры, переход к животноводству и земледелию. В начале второго тысячелетия до нашей эры люди на территории Беларуси научились выплавлять медь и бронзу. На протяжении тысячелетия происходит миграция индоевропейцев в Европу и смешивание с местным населением. В результате ассимиляции пришлыми племенами местного неолитического населения и взаимовлияний культур, формируются балтские племена. Аналогичные процессы легли в основу формирования и славянского сообщества. В 8-7 веках до нашей эры на территории Беларуси начинается осваивание производства железа, что было связано с распространением племен милоградской культуры на юге Беларуси. Она уже является первой иллюстрацией жизни древнего общества будущей Беларуси, а начиналось все с истории Невриды. Невры расселились от Буга до Сожа, это практически территория, где в будущем потомки милоградцев назовутся Дреговичами и Радимичами. С VI века начинается расселение славян на территории Беларуси, где они вступают в контакт с местным балтским населением. Итогом многовекового взаимодействия между балтами и славянами стало формирование племенных союзов с единым языком и культурой, которые стали первыми зародками государственности на белорусских землях. Так, в VIII веке племенной союз кривичей привел к возникновению Полоцкого, самого мощного на территории Беларуси, и Смоленского княжеств, а на основе Дреговичей возникло Туровское княжество. Принятие христианства содействовало скорейшему установлению государственности и развитию культуры. Сложные отношения с другими крупнейшими центрами Древней Руси, Киевом и Новгородом определили основную внешнюю политику княжеств. Достигнув своего экономического и культурного расцвета, княжества вступают в период раздробленности. Союз балтских племен и присоединение к нему всех белорусских, а позже и украинских земель, создали в XIII веке одно из мощнейших государств средневековой Европы, Великое княжество Литовское, которое занимало территорию от Балтийского до Черного моря и которое просуществовало почти 6 веков. Период характеризуется тесными связями Беларуси с европейской культурой, а также многочисленными войнами, значительная часть которых происходит на территории Беларуси. Во времена ВКЛ происходит окончательное формирование белорусского этноса. XVI век – Золотой век Беларуси. Время великих гуманистов и просветителей. В 1569 году через объединение Великого княжества Литовского и Польского королевства возникло новое государство – Речь Посполитая обоих народов, которое было, по сути, конфедерацией. При доминирующем положении Польши, ВКЛ продолжала сохранять свою значительную самостоятельность, имела свои законы, свою денежную единицу и свою армию. Речь Посполитая была тогда одной из самых крупных и сильных европейских стран. Великое княжество Литовское находилось в ее составе до конца XVIII века. Этот период характеризуется многочисленными войнами, в основном с усиливающимся Московским княжеством, которые происходили на территории Беларуси, а также народными волнениями и восстаниями. В конце XVIII века, с разделами Речи Посполитой белорусские земли остановились в развитии по пути Магнатско-Шлихетской республики и оказались в составе абсолютистской державы. Начался сложный процесс переориентации с западного на восточный вектор развития, который длился целое столетие. В это время происходит кризис феодально-крепостнического общества и его трансформация в индустриальную цивилизацию. Назревание национального вопроса обусловило появление белорусского национально-освободительного движения и идеи построения независимого государства. Провозглашенная после распада Российской империи независимость Беларуси была недолгой, и в скором времени страна была поделена между Польшей и Советской Россией. Восточная Беларусь попала под власть Советской России и стала называться Белорусской Советской Социалистической Республикой. Кратковременное возрождение сменилось установлением советской диктатуры и уничтожением национальной элиты. Западная Беларусь находилась под властью Польши и была присоединена к БССР в начале Второй мировой войны. Военные времена – одна из самых драматических страниц в истории Беларуси.
Попытка национального возрождения в условиях оккупационного режима с одной стороны и широкое партизанское движение, которое подчинялось Москве с другой, придали войне на территории Беларуси в чем-то характер гражданской войны. После освобождения Беларусь осталась в составе СССР, после распада которого в 1991 году становится независимым государством.